Девайс, который был создан инженерами одной компании именно под вдохновением от дизайна этого самого B2 Stealth. Конечно же, технологии B2 Stealth я вам не обещаю, но разит этот девайс также далеко и абсолютно беспощадно подавляет своих конкурентов. И это роутер Tenda AC18, флагман компании Tenda. Но стоп! Почему Bubble говорит о Tenda AC18 в 2019 году? Ведь он вышел немножечко раньше, вернее в 2017 году. Все очень и очень просто. Очень долгое время я видел жалобы на форуме о том, что скорость подключенных дисков к этому роутеру была не более 3-4 мегабайт в секунду. О том, что якобы у кого-то отваливался Wi-Fi 5 ГГц. И вы знаете, настолько мне надоело это все читать, что я решил проверить все сам. С учетом того, как работает у меня Tenda AC10. Tenda AC10, спросите вы? Да, у нас был на нее обзор, кстати, он есть на канале. И работает она просто идеально. Дело в том, что все свои обзоры Smart TV боксов я показываю именно на Tenda AC10. И Tenda AC10 зачастую показывает более лучшие результаты в диапазоне 2,4 ГГц, чем все остальные. Вот такая вот красавица Tenda AC10. Вообще, честно говоря, они очень похожи, но, конечно, AC18 больше, агрессивнее и на самом деле он намного лучше. Компания Tenda позиционирует этот роутер как игровой роутер. При этом здесь стандарт скорости AC1900. А это значит, что суммарная скорость всех устройств в сети этого роутера будет достигать 1900 мегабит. Такой стандарт здесь не зря, потому как роутер поддерживает до 50 подключенных устройств сразу и способен покрыть до 500 квадратных метров, что явно делает его не только игровым, но и может помочь с организацией хорошего качественного интернета в бизнес-сфере, например, ресторан, кафе, средний офис. Но чем же он так интересен нашему каналу? Дело в том, что мало того, что этот роутер игровой, а мы любим поиграть в игры, он еще и поддерживает некоторые обалденные мультимедийные функции. В частности, я говорю о DLNA сервере. В нем есть встроенный DLNA. Но давайте обо всем по порядку. Чтобы вы понимали, это клон RT-AC68U, очень знаменитого и очень крутого роутера от именитого бренда Asus. А это значит, что роутер построен на платформе Broadcom, поддерживает технологию Turbo QAM от Broadcom, которая позволяет получить суммарную скорость устройств на частоте 2,4 ГГц до 600 мегабит. И мало того, до 1300 мегабит на частоте 5 ГГц. И вы знаете, о всех более детальных технических характеристиках мы поговорим позже. Но основные плюшки это то, что он имеет USB 3.0 порт, к которому можно подключить жесткий диск, либо USB принтер. У него есть 4 гигабитных порта LAN и 1 гигабитный порт WAN. Все продумано до мелочей. Есть кнопка сброса и даже есть кнопка энергосбережения. Вот такая вот Wi-Fi on и off, нажав на которую вы... Упс. Помешались вы на этих бомбах, что ли? Кепку отдай. Фу. Ну а если серьезно, то, конечно же, как и B2 Stealth, бомбит он не по-детски. Все слухи о том, что здесь урезана скорость передачи на жесткий диск через сервер Samba, либо через FTP сервер, оказались всего лишь слухами. На вот таком вот обыкновенном USB 2 контроллере с SSD скорость у меня достигала до 50 мегабайт в секунду. Даже не мегабит, а мегабайт. Так что думайте сами. Проверял я скорость на Hades, на лэптопе. Почему на Hades, спросите вы? Да потому что там один из самых интересных сетевых модулей. И Hades показал больше, чем 800 мегабит на прием и больше, чем 800 мегабит на отдачу в серии тестов. И это по LAN. Wi-Fi 5 ГГц на лэптопе в режиме 2 на 2 MIMO показывал более 300 мегабит. И это Wi-Fi. Wi-Fi 2,4 ГГц показывал стабильных 120 мегабит на Smart TV боксе, что тоже очень круто. Мы провели тест скорости на 4 устройства, и у нас была полная загрузка каналов 1000 мегабит. А это значит, что роутер пропускает полный гигабит моей сети. А также мне понравилась еще одна плюшка.
это приложение для смартфона по управлению этим самым роутером. А еще в описании под видео я положил ссылки на этот самый роутер. И именно сейчас, уже по прошествии некоторого времени, на него очень и очень сладкая цена. Но если она вас пугает, запомните основной принцип. Лучше один раз заплатить и забыть на ГТ, чем покупать новый роутер каждые полгода. Но говорить мы с вами можем много. Я предлагаю перейти, распаковать, посмотреть детально админку и протестировать скорость работы этого роутера. А также я вам покажу, как настроить Samba сервер для того, чтобы подключить ваш жесткий диск, который вы сюда подключите, в качестве сетевого жесткого диска на вашем компьютере. И вы сможете напрямую записывать фильмы прямо на жесткий диск. Ну и конечно же потом смотреть эти фильмы через сервер DLNA с этого самого роутера. Но перед тем, как перейти к нудной распаковке и настройке, я вам напомню о постоянных розыгрышах ценных призов и подарков на нашем канале. И условия очередного розыгрыша лежат в описании под видео. Советую пойти и посмотреть. А также, чтобы не пропустить все наши обзоры, информационные видео и еще больше интересных гаджетов, я советую вам нажать подписаться и колокольчик. Ну и само собой в описании под видео лежат ссылки на паблики ВКонтакте, Facebook, Viber, официальный канал Telegram и мой личный Instagram. Подписываемся, кому интересна моя жизнь. Ну а сейчас я беру эту махину и идем на распаковочный стол. Так что хава-банга, ребята, это же бубльгум, поехали! Tenda AC18, вот такая вот красавица, коробочка в заводской пленочке. У роутеров Tenda 2 года гарантии, это просто отлично. Давайте же с вами открывать этот роутер, уже посмотрим, что внутри. Долой пленку. Он очень тяжелый, я вам скажу. А знаете почему? Да потому что там есть классная система охлаждения. Вау! Сама по себе коробка добротно сделанная. Есть инструкции, которые нам не нужны. Есть гарантийный талон. И вот такой вот красавец. Вообще огонь! Это же Stealth B2, чтобы вы понимали. Ну, давайте же скорее все это снимать. Каждая антенка у нас упакована в какую-то пленочку. Все очень сделано достойно. Такой себе вообще, это очередной роутер, которого я буду бояться по ночам. Давайте пока его отставим, посмотрим, что еще здесь есть в коробочке. В коробочке есть блок питания. И патчкорд. Блок питания под европейскую вилку. Монтируется вилка просто идеально, она защелкивается, не люфтит. Блок питания на 12 вольт, 2,5 ампера, он увесистый. Откладываем патчкорд. Давайте откроем, посмотрим на качество патчкорда. Не короткий патчкорд, я вам скажу, ну, достаточно качественный. На излом не идет. Будем использовать. Ну и коробку можно тяжелую убирать и перейти к самому роутеру. Сверху у нас есть наклеечка с названием стандартной сети и стандартным Wi-Fi паролем. У нас есть диффузоры охлаждения сверху, и роутер снизу тоже укрыт полностью весь диффузорами охлаждения. Кстати, внутри есть два огромных радиатора. Вот картиночка, как он выглядит изнутри. И если перевернуть плату, то он выглядит вот так вот. Роутер может быть замонтирован на стену. Здесь есть стандартные крепления. Прорезиненные ножки. Достаточно хороший материал ножек самих. Давайте поставим. О, да, он шатает стол, но ни на миллиметр не движется. Антенны у нас поворотные, они регулируются на 180 градусов. Класс, на самом деле действительно очень круто. Не марки материал сверху типа Soft Touch. Что у нас из интерфейсов? А из интерфейсов у нас есть DC-in, есть кнопка питания, есть кнопка Wi-Fi on-off, VPS, есть разъем сброса, Reset, есть WAN гигабитный порт и 4 порта LAN гигабитных. Четвертый порт IPTV. Что такое четвертый порт IPTV? Это значит, что если вы сюда подключите какой-нибудь IPTV плеер, вообще откинем здесь понятие IPTV, просто при активизации опции IPTV в настройках роутера он просто сделает сквозное подключение в интернет. И данный порт просто симулирует отсутствие роутера вообще. Спереди у нас есть потайная дверца, открываем, и
и здесь USB 3.0. Вот так вот скорость мы записи проверим обязательно. Из лампочек у нас есть Power, WAN, LAN, VPS, 2,4 ГГц, 5 ГГц, подключение USB 3.0 и SIS. Отличный набор. Кстати, я буду организовывать сюда свой NAS сервер с помощью вот такой вот приблуды. Сейчас покажу. Вот такая вот приблуда. Она просто включается в USB 3.0 этого роутера. Для нее, конечно же, есть отдельный блок питания и включаются жесткие диски. Они просто вставляются. В частности, это на 1 терабайт жесткий диск. Я, конечно же, ссылочку на эту приблуду положу в описании под видео, как и на жесткие диски, которые можно использовать для нас сервера. Вы просто его включаете таким образом в сеть, и у вас, в принципе, готовая связка для расшаривания этого диска в сеть, либо для организации DLNA сервера. Кстати, эта приблуда поддерживает и старые IDE диски. У меня где-то есть парочку дисков, кстати, новых дисков IDE, я их тоже сюда воткну. Но об этом немножечко позже. Давайте же теперь поговорим о технических характеристиках этого чуда роутера Tenda AC18. 3 антенны по 3 дБ каждая. Построен роутер на базе Broadcom BCM4708A0. Двухъядерный процессор с ядрами Cortex A9, работающий на частоте 800 МГц. 256 мегабайт оперативной памяти и 128 внутренней. На каждый из частотных диапазонов приходится по чипу Broadcom BCM4360. Поддерживается 802.11 ABGNAC стандарты со скоростью передачи до 1900 мегабит в секунду. Чтобы вы понимали, на частоте 5 ГГц это 1300 мегабит и 600 мегабит на частоте 2,4 ГГц. И все это возможно с помощью технологии Turbo QAM. Ну и, конечно же, очень много различных плюшек типа брандмауэра, сетевого фильтра, маршрутизации и функции улучшения в труднодоступных местах Beamforming Plus. Но мы об этом можем говорить долго, а хочется уже посмотреть его в действии. Так что давайте не затягивать и поехали его настраивать и мучать, скажем так. Что ж, мы включили наш роутер, я включил свой любимый Hadas TV Box, потому что у него очень сильный модуль Wi-Fi, модуль сетевой, у него просто отличный, поэтому на нем мы будем и настраивать наш роутер Tenda AC18 и будем тестировать скорость. Но не забываем, что мы будем тестировать скорость еще и под нагрузочкой. Поехали заходить в админочку Tenda Wi-Fi. При первом включении у нас появляется Quick Setup Wizard. У нас все на английском языке. Мы уже к этому привыкли. Если вы смотрели мой обзор Tenda AC10, нажимаем просто старт. Выбираем динамический адрес, либо статический IP-адрес, либо мы используем PPPoE протокол. Кто как его называет, конечно. Я выставляю динамический. Здесь есть у нас сразу же настройки Wi-Fi. И нам предлагают выставить силу трансляции. Я выставляю тоже High для 2,4 ГГц. Сеть у нас будет называться Технозон. И тут же вы можете указать пароль для админ аккаунта. Это для входа в админку этого роутера. Переходим к следующему этапу, и у нас уже настроена сеть Wi-Fi. Нажимаем More. Вот админка для управления Tenda AC18. Мы видим, что у нас подключено одно USB устройство и 2 устройства онлайн, которые подключены уже по кабелю. Здесь вот есть мой лэптоп и есть наш Hadas. Также здесь видны Wi-Fi экстендеры, которые можно подключать. Давайте посмотрим, какие у нас здесь настроечки есть. Internet Settings, Wi-Fi Settings. Wi-Fi Name and Password, это Wi-Fi имя и пароль, здесь мы просто выставляем имя и пароль. Кстати, меню сделано очень удобно с помощью иконок. Если сравнивать с Tenda AC10, то там это все в текстовом виде. В описании под видео положил ссылочку с эмулятором настроек этого роутера. Расписание Wi-Fi. Вы здесь можете задавать время, когда будет включаться и выключаться Wi-Fi. Wireless Repeating. Вы можете включить его в режим репитера. Channel and Bandwidth. Это у нас каналы и ширина каналов. То есть вы здесь можете выставлять стандарты, которые вы будете использовать. Вы можете здесь выбирать каналы, которые вы используете, и выбирать ширину этих каналов. Я оставлю пока что на
стандартных настроечках. Transmit Power – это сила передачи сети. Я поставлю сейчас high для 5 гигагерцовой сети, сохраню, и это позволяет нам покрыть порядка 500 квадратных метров. То есть в данном роутере можно регулировать силу передачи, а это очень круто. Beamforming Enable. Что такое Beamforming Plus? Это уникальная технология. Ваш роутер Tenda EC18 фактически определяет местоположение ваших устройств и усиливает сигнал именно в зоны ваших устройств с помощью реконфигурирования антенн, если говорить простым языком, вернее, подачи более сильного сигнала на разные антенны. В общем, я очень сильно упростил, но Tenda EC18 это может. И плюс он поддерживает AP-мод. Guest Network – это гостевая сеть. Вы можете организовать здесь гостевую сеть для ваших соседей, например. Подключаете гигабитный канал, вы даете им 100 мегабит и берете с них денежку и оплачиваете свой интернет. Вот такая вот штука на самом деле. А вообще это очень удобно для разделения сетей. Ну, например, дочке отдать поменьше, жене еще меньше, а себе самый большой канал организовать. Блин, я об этом не должен говорить, иначе просто потом достанет кое-кто. Parental Control. А вот это вот опция родительский контроль. Вы можете задать доступ к интернету по расписанию, а также выставить черный список и белый список для доступов к сайтам. VPN. А вот это вот очень интересно. Данный роутер поддерживает VPN сервер, PPTP сервер. Он может выступать в качестве VPN сервера. И также здесь есть PPTP to L2TP клиент. Выговорил я это наконец-то, тренировался целый час. Для тех, кто разбирается, те знают, что это такое. Вдаваться в технические подробности я не буду. USB App. А вот это вот та опция, которая мне нравится больше всего. Здесь есть Share File Enable. То есть вы можете организовать здесь обыкновенный FTP сервер. Вот есть FTP сервер, есть адрес FTP, есть Samba сервер. Данный роутер поддерживает Samba сервер. Вот тоже его адрес. Но больше всего интересен здесь DLNA сервер. Мы его включим. Вот, пожалуйста, вот новый том. Мы сейчас возьмем и выделим какую-нибудь папочку для DLNA. Например, видео и торрент. Все, мы сохраняем, и у нас будет работать DLNA. Мы сейчас обязательно подключим приставку, например, Tanix TX5 Max, у которой есть нативная поддержка DLNA, и посмотрим, как он воспроизводит файлы через DLNA сервер. И также вы можете подключить принтер и расшарить его в сети, то есть все устройства вашей сети смогут печатать на этот принтер через роутер. Вообще, я вам скажу, это очень обалденно, то что не нужно ничего шить, не нужно ничего придумывать, не менять ни какие-то прошивки. Все работает из коробки, при этом это все делается нативно через иконочки. Вы вставили, включили, расшарили папки, у вас все работает. Давайте зайдем в расширенные настройки, Advanced Setting, и вот здесь вот тоже все интересно. Bandwidth Control. Это контроль широты линии каждого из пользователей сети. То есть вы можете установить мануально, как это сказать, вручную, вы можете установить ограничение скорости либо ширину канала для каждого устройства. Также есть Tenda App. Что такое Tenda App? Это приложение Tenda для мобильных устройств для управления роутером. Вот я сосканировал его только что. Нажимаю «Установить». Включим обязательно опцию «Manage with Tenda App». Я открыл свой Tenda App. И вуаля! Обнаружено устройство для управления. Нажимаем «Управлять сейчас». Все это выглядит таким вот образом. Мы видим устройства, подключенные к сети. Также мы можем выбрать накопитель и просматривать файлы на этом накопителе. И у нас есть с вами инструменты. Инструменты самые простые, то есть это все достаточно для того, чтобы управлять элементарными настройками роутера. Вы можете ускорить сеть, управлять гостевой сетью. Здесь есть расписание, мощность передачи. Все то же самое, что есть на компьютере, есть в вашем мобильном приложении. Тоже невероятно удобная функция Tenda App. С Tenda App это все тоже удобно. Sleeping Mode. Когда вы включаете этот режим, то у вас гаснут индикаторы, а USB уходит в режим сна для того, чтобы сохранить электроэнергию. LED Control позволяет включать, выключать наши огоньки, которые моргают на роутере, или включать их по расписанию. Фильтр MAC Address — это черный список и белый список MAC адресов, которые могут подключаться к роутеру. Firewall. У данного роутера отличная защита, и защита заключается в 4 таких вот пунктах, как
ICMP Flood Attack защита, TCP Flood Attack защита, UDP Flood Attack защита и 4-bit One Ping. Данный роутер имеет неплохой, можно сказать даже хороший уровень защиты от различного рода атак. IPTV. При включении IPTV тот самый четвертый порт становится сквозным. И если ваш IPTV-плеер подключен через LAN, то он просто будет, минуя роутер, если сказать опять же простым языком, получит внешний IP-адрес. Также здесь есть поддержка маршрутов, DDNS, поддержка виртуальных серверов. Здесь есть даже DMZ-хост и UPnP. Все, в принципе, для тех, кто хоть что-то в этом понимает, понятно. Что здесь есть для тех, кто не понимает, вам советую даже не лезть в эти понятия. И есть у нас системные настройки, где вы можете управлять LAN, DHCP Reservation, вы можете здесь резервировать адреса для ваших устройств. Они назначаются автоматически, но вы можете прописать IP-адреса вручную для каждого из устройств. Обновление прошивки онлайн, и это его отличительная особенность, вам не нужно ее откуда-то скачивать, он будет сам проверять прошивочку онлайн, скачивать и обновляться. Backup and Restore, вы можете сохранять ваши системные конфигурации и восстанавливать в случае необходимости. Есть System Status и автоматическое обслуживание, то есть роутер будет сам перезагружаться в 3 часа ночи. Поэтому мы понимаем, что здесь очень интересный интерфейс, и давайте же тестировать скорее наш роутер на скорость, на DLNA и на различные доступы к жестким дискам, и как мы это все будем вообще организовывать. Для начала мы тестируем это все на Hades. Начать кабель интернет RJ45. Воу! То есть мы видим, что 804 мегабита на загрузку, 524 мегабита на выгрузку. Это в рабочий день, когда сеть пригружена. Специально делаем серию тестов 773 на 678, но это очень хорошие показатели пропускной способности. Обязательно будем делать это все на стационарном компьютере, для того, чтобы посмотреть разницу в скоростях. Я подключил Tynix TX5 Max, потому что у него есть нативная поддержка DLNA, ведь мне надо проверить DLNA сервер. И я сделал тест сети 5 ГГц, я не поверил, я первый раз на Wi-Fi получил скорость выше 319 мегабит. На загрузку было 264 мегабита, на выгрузку 319. Я решил проверить еще раз, давайте попробуем. И такое вау себе, 250 на загрузку, блин, почти 260 и 260 на выгрузку. И это на Tynix, это не какой-нибудь мега-супер крутой бокс, это середняковый, но с роутером Tenda EC18. Давайте еще раз попробуем. 260 мегабит на загрузку. Данный роутер меня приятно поражает. 285-286 мегабит на выгрузку. Ну, давайте же попробуем 2,4 ГГц. 2,4 ГГц, ну, стартанем, посмотрим. 125 мегабит на 2,4 ГГц и больше 130 мегабит на выгрузку на 2,4 ГГц на обыкновенном Tynix TX5 Max. Вообще это абсолютные рекорды на 2,4 ГГц. Я решил аж проверить Wi-Fi на своем телефоне. Давайте посмотрим на результат. И это 2,4 на телефоне, 96 мегабит на 78. Я поражен, у меня никогда не было такого прикольного роутера, я вам честно скажу. Мало того, давайте же посмотрим, что на ноутбуке. Оп, поехали. 2,4 ГГц. И 2,4 ГГц показывает вот такой вот результат. Что ж, давайте и 5 ГГц посмотрим на том же ноутбуке. Вполне ожидаемые цифры. Хочу попробовать и кабельный интернет на том же ноутбуке. Вы знаете, ничего другого я не ожидал. Ну и само собой, как же без DLNA? DLNA мы должны проверить, как работает DLNA сервер на Tenda EC18. Вот оно нашло DLNA сервер, Tenda DLNA со значком Linux. Заходим. Давайте просканируем все видео. У меня здесь сохранено 2 моих обзора на том жестком диске на терабайтном. Давайте включим. Все идеально. И это исходники в очень высоком качестве.
работает просто идеально. То есть вы фактически можете со своего компьютера копировать фильмы, вернее закачивать напрямую через торрент, ведь там есть FTP, есть Samba, можете организовать это в виде папки, вы можете все это загрузить на ваш жесткий диск, и все будет просто супер. Вы потом на любом своем Smart TV боксе включили, смотрите, будет просто отлично. Через Movian мы тоже можем получить к Tenda DLNA доступ. Да, тоже все абсолютно отлично работает. Ну что, а теперь проведем тест под нагрузкой. Мы загрузим одновременно 2.4 сеть, мы загрузим одновременно 5 ГГц сеть и загрузим одновременно LAN. И посмотрим суммарную скорость нашей сети. И это невероятно. В общей сумме у нас получились вот такие вот результаты. 769 мегабит на одном устройстве. Сейчас я поворачиваюсь. 207 мегабит на другом устройстве на загрузку. Он отработал гигабит. Суммарно он вытянул полностью мою сетку. И на отдачу то же самое. 356 плюс 521 это 880 и плюс 2 смартфона, и это практически у нас получается тоже гигабит на отдачу. У меня, я напомню, стоит гигабитная линия с собственным выделенным свечом, и это чистый гигабит. Поэтому роутер смог реализовать все возможности моего канала в 1 гигабит. Но мне интересно еще, как можно на компьютере получить доступ к ресурсам моего DLNA сервера, как туда загружать те же самые файлы, и давайте с этим тоже разберемся. Но что же касается работы на компьютере с данным роутером, и как нам настроить Samba клиент и FTP клиент для того, чтобы мы могли спокойненько переносить файлы и могли работать с этими файлами. Во-первых, стоит отметить, что к FTP можно получить доступ снаружи. Самый простой путь получения доступа к жесткому диску на данном роутере — это Samba клиент. Samba клиент Windows, он встроен в проводник, это SMB протоколы. Вы просто открываете ваш проводник, вводите сюда адрес, который я только что скопировал, и вы получаете диск. Это сетевой диск, подключен сейчас жесткий диск на 64 гигабайта, я его специально подключил, потому что там у меня есть видеофайлы, которые можно покопировать и проверить скорость. Мы нажимаем правой кнопочкой и выбираем «Подключить сетевой диск». Нажимаем «Готово». Теперь, если мы войдем в мой компьютер, то у нас будет вот сетевой диск. Заходим на сетевой диск, у меня здесь есть большие файлы, давайте попробуем скопировать, посмотрим скорость. Это стандартное предупреждение о том, что файлы могут нанести вред вашему компьютеру, так как он копируется извне. Нажимаем ОК, и скорость у нас 53 мегабайта в секунду. Попрошу не путать не мегабита, а мегабайта. И на такой скорости вы можете смотреть любой фильм 4К с этого диска, который подключен к роутеру Tenda AC18. Скопировалось очень быстро, мы можем попробовать записать на него. Заменяем файлы. И на запись у нас 26 мегабайт 25 мегабайт в секунду. Скорость записи и чтения абсолютно стабильна, никаких рывков, перепадов, ничего у нас нет. Пожалуйста, то есть фактически, если вы хотите качать торренты прямо на жесткий диск, который подключен к вашему роутеру, то идем, например, на RootRaker. Давайте «Хроники хищных городов». Нажимаем «Скачать торрент». Открываем этот самый торрент и выбираем нашу папку. Вот она, Stream.B. Опять в ту же самую папку с видео. Нажали «Выбор папки», «Ок». И загрузка пошла набирать обороты. Но нам остается еще с вами подключить FTP клиент. Все в том же разделе USB App. Мы просто копируем адрес FTP. Идем в мой компьютер. Выбираем «Добавить сетевое расположение». Нажимаем «Далее». Выбираем другое сетевое расположение и вводим FTP адрес. Убираем анонимный ход и, само собой, вводим ваши учетные данные. Нажали «Готово». И по FTP у вас подключается тоже вот такая вот сетевая папочка FTP, с которой вы можете копировать. Конечно, скорость здесь немного ниже, чем по SMB протоколу, но тоже достаточно велика. Давайте попробуем копировать заменой.
И вот она копирует, пожалуйста. Тоже достаточно быстро, хотя скорость копирования через FTP оно здесь не показывает. Вообще, если честно, то мощности этого роутера позволяют стримить игры без каких-либо вообще проблем и затыков. Очень крутая админка с очень крутыми опциями. Обновления через интернет делают этот роутер действительно мега крутым. И вы знаете, в таком ценовом диапазоне на начало 2019 года я практически не вижу конкурентов вообще. Смотреть онлайн 4К, смотреть фильмы со своего сервера DLNA, который работает в этом роутере, подключать к нему принтеры, подключать к нему жесткие диски, все это позволяет Tenda EC18. Так что мнение команды Технозон таково, что данный роутер в его ценовом диапазоне является безоговорочным лидером и рекомендуется как долгосрочная замена любому роутеру в среднеценовом сегменте. Ну а если вам нравится то, что мы делаем, ставим пальцы вверх. Если нет, пальцы вниз. Подписываемся. С вами был Бабл на канале Технозон. Пока, ребят.